Привет, друзья! На первый взгляд решение принимает правительство, но, внимание, когда в Берлине обсуждают энергетическую и экономическую политику, реальный вектор все чаще обсуждается за пределами парламента. По данным инсайдеров, крупные промышленники все активнее участвуют в формировании нового курса. Речь идет не о случайных инициативах, а о планомерной работе промышленных гигантов вроде Siemens, BASF, Volkswagen. По сообщениям аналитиков, ряд компаний, недовольных регуляцией, начали продвигать альтернативные инициативы. Повестка зеленого перехода, по их мнению, переходит черту, когда развитие экономики становится невозможным. По словам одного из участников переговоров, ранее ситуация воспринималась как временная сложность, но сегодня обсуждается вопрос сохранения независимости в сфере технологий. Здесь важно другое. Впервые с начала 2000-х бизнес не просто реагирует, а формирует инициативу. Обсуждения проводятся в закрытых экспертных форматах без участия прессы и представителей политических фракций. Обсуждается не только внутренняя повестка, но и внешняя, от инфраструктурных инвестиций до альтернативной модели экспорта. Так, в экспертной среде появился новый термин «экономический суверенизм». Его уже подхватили политтехнологи, отдельные депутаты и даже бизнес-медиа. Тема развивается быстро и вызывает все больше интереса не только в самой Германии, но и в других странах Европейского Союза. А теперь о том, как бизнес-курс начинает влиять на саму конструкцию Евросоюза. На официальном уровне Германия продолжает сотрудничество с Еврокомиссией, обсуждает реформы, участвует в переговорах, однако параллельно развиваются процессы, которые редко становятся предметом публичных обсуждений. По данным дипломатических источников, в Брюссель был передан неофициальный документ, содержащий перечень жестких требований со стороны команды Мерца. Речь идет о пересмотре ключевых экономических соглашений, отмене миграционных квот, восстановлении торгового суверенитета и полномочий национальных правительств. Как сообщают источники, близкие к переговорам, обсуждение документа вызвало сначала удивление, а затем обеспокоенность среди участников переговоров, особенно в Париже. Там действия Берлина восприняли как вызов существующему порядку, где Франция и Германия традиционно шли в одной связке. На фоне этой дипломатической волны всплыло еще одно. В одном из выступлений немецкого министра прозвучала фраза, которую подхватили все: «Германия идет по своему пути». Официально это часть переговорного процесса, но в текущем контексте оно воспринимается как важный политический посыл. В экспертных кругах все чаще обсуждается гипотетический сценарий перераспределения ролей внутри Европейского Союза, включая даже идеи временного дистанцирования Германии от отдельных механизмов. Формируется представление о новой конфигурации, где Германия либо инициатор реформ, либо страна, создающая альтернативный альянс. И вот здесь включаются уже не только политики, но и юристы, экономисты и даже военные эксперты. Ведь такой сценарий может повлиять и на оборону, и на торговые соглашения. А дальше еще интереснее. На бумаге Германия уверенно шагает в цифровое будущее. Наряду с инновациями формируются механизмы, которые, по мнению части аналитиков, требуют дополнительной парламентской прозрачности. Речь идет о социальных цифровых платформах, которые разрабатываются в партнерстве с IT-корпорациями и не всегда европейскими. Формально это пилотные программы, а на деле технологии анализа поведения и прогнозирования общественных трендов, находящиеся на стадии пилотного внедрения. Как пишут немецкие технологические издания, отдельные алгоритмы уже действуют в тестовом режиме на уровне муниципалитетов и социальных служб. Сбор данных идет не только из открытых источников, но и через анонимизированные профили по линии мобильной активности, взаимодействия с сервисами и реакциями на медийные сигналы. Некоторые источники указывают, что эти системы управляются частными структурами и действуют параллельно с государственными институтами, что, по мнению некоторых экспертов, требует дальнейшего обсуждения с точки зрения открытости процедур. В одном из обнародованных аналитических меморандумов рассматривается возможность автоматизированной оценки рисков в рамках пилотных проектов. Это уже вызвало серьезную обеспокоенность у ряда депутатов, но формального расследования не началось, так как структура собственности распределена между несколькими юрлицами. Правозащитные организации отправляют запросы, но ответа нет, а многие профильные НКО вообще не пускают к базам. Официально ничего не нарушено. На практике формируется альтернативный цифровой механизм, в котором ведущую роль играют технические специалисты и подрядные организации. Дальше становится еще интереснее.
Кто стоит за всеми этими решениями, если не правительство? И кто вообще готовит новый формат управления страной? Экономический курс, цифровые платформы, новая политическая риторика – все это складывается в единый план. По мнению некоторых экспертов, все чаще предложения по реформам поступают не только от министерств, но и от внешних аналитических центров. В фокусе группа закрытых аналитиков, собранная по линии безопасности, экономики и стратегического планирования. Это неформальное объединение действует как штаб-квартира нового мышления. Внутри штаба Мерца уже идут дискуссии, часть функционеров настаивает на возвращении к классической партийной системе, где каждое решение проходит совет, обсуждение и парламент. Но сторонники новой линии уверены, старая модель не работает в условиях глобального давления. По сообщениям нескольких обозревателей, именно эта команда стояла за идеей перезапуска концепции экономического суверенизма и перехвата управления в ключевых зонах от энергетики до цифровизации. Внутри ее, как я сказал, юристы, военные аналитики, технологи и даже отдельные представители бывших международных структур. Они не занимают официальных должностей, но по данным аналитикам оказывают заметное влияние на развитие новых управленческих подходов в Германии. Дальше еще интереснее. В аналитических кругах все чаще звучит идея, если подходы Германии и Брюсселя начнут серьезно расходиться, могут потребоваться альтернативные форматы взаимодействия. Об этом говорится в серии экспертных записок, попавших в прессу через специализированные экономические издания. В одном из документов прямо указано, при определенных юридических условиях Германия может временно приостановить участие в нескольких ключевых механизмах Европейского Союза, включая фискальное и тарифное соглашения. На языке дипломатии это звучит как опциональная интеграция, но на практике это уже контур нового формата, в котором Берлин сможет действовать по собственному курсу, не выходя официально из Евросоюза. По информации из окружения Мерца, в ряде европейских столиц уже были проведены неформальные консультации, обсуждение шло на уровне бывших министров, экономистов, консультантов. Речь шла не о выходе Германии, как я сказал, а о подготовке инфраструктуры на случай, если курс Европейского Союза окончательно разойдется с курсом Берлина. Важно, все это не значит, что решение уже принято. Но сама разработка такого сценария говорит о том, что взаимное доверие между Берлином и Брюсселем больше не считается гарантией. А значит, возникает следующий вопрос. Все ли это цепь случайностей или за новой политической траекторией Германии действительно стоит заранее составленный план? На первый взгляд все выглядит как реакция, одно заявление и на него, соответственно, одно действие. Однако, приглядевшись к деталям, становится понятно, движение идет по намеченной траектории. Документы, попавшие в прессу, а также программа встреч в госструктурах показывают, Германия постепенно формирует подход, направленный на повышение самостоятельности в рамках существующих европейских механизмов. Изменения касаются не только внешней политики, речь идет о внутреннем устройстве, распределении власти, системе подготовки кадров, даже образовательной философии. В ряде федеральных университетов, например, запущены курсы по модели новой федерации. В некоторых обучающих материалах для госслужащих описаны подходы к управлению в условиях чрезвычайных ситуаций. Интерес вызывает и то, как все это подается. А подается это как переход от устаревших форм к современной эффективности, технологической рациональности вместо идеологии. Вот как описывает этот подход политтехнологи нового курса. Обзор правительственных решений за последние месяцы подтверждает, происходит трансформация механизмов принятия решений с акцентом на оперативность и координацию, что, по мнению некоторых, ослабляет роль партий и региональных институтов. Одновременно с этим развертывание цифровых инструментов, координационных центров и сетей быстрой реакции. В экспертной среде это называют технократическим переходом. Некоторые политики его критикуют, но формат уже задан. Именно он начинает определять облик новой Германии, то есть государство, которое стремится действовать в соответствии со своими стратегическими интересами, предлагая собственные инициативы. А это значит, что впереди еще более глубокие перемены, к которым европейская архитектура, похоже, пока не готова. Если вам понравился рассказ, ставьте лайк, подписывайтесь, делитесь этим видео. Спасибо за просмотр.